Решил немножко снять тебе тосканского заката. Серег, смотри. Выпьем кофейку. А вот еще, вон еще. Дешево, надежно и практично. Хоть и деревянный, но человек. Интересно, почему верблюд? Это же просто курица. И так их кормят тут. И если ты посчитаешь количество этажей... То обнаружили там серьезные русские сокровища. Немного красоты вам в ленту. Это 22 километра от Милана. А можно мне? Можно я тоже? Находится город Святого Кашана. Это современный столб. Серега, посмотри. Это море. Там внизу Генуя. А тут горы. За забором. Ну, горы. Вот так вот. Мой шеф. Пора поесть. Интересно, почему верблюд? Но почему елка лежит рядом с верблюдом, я понимаю. Потому что елку выбросили после новогодних праздников. Но почему на мозаике верблюд? Серег, смотри. Не мозаика, конечно, это. Но вот такая вот зверюга нарисована. Не эстетично, но зато дешево, надежно и практично. Знаменитая итальянская машина спряталась. Панда, между прочим. Представляешь? Да, Фиат Панда называется. Мы тут вот приехали, так сказать, немножечко окунуться. Здесь у нас какой-то акведот. Акведотто дель Фьора. Серег, смотри. Это беседка. Беседка на троих. Ну, потому что здесь можно сесть втроем. И ты видишь, как устроена эта беседка? Она находится во дворе. То есть каждый, кто живет, скажем, в этих домах, может совершенно спокойно прийти сюда, сесть друг напротив друга и о чем-то побеседовать. Но мне кажется, от этого слова произошло слово «беседка». Да? Но, кстати, вот мы видим, рядом наполнена мусорная корзина уже непосредственно плодами беседы. Побеседовали кто-то хорошо. Но конструкция хорошая. Причем мы видим, что вот здесь сидел более увесистый человек, чем вот на этих двух скамейках. Вот здесь вот более значимый человек. Здесь, так сказать, представительный. Более массивный. Ну а теперь мы тут с видом на Лигурийское побережье выпьем кофейку. Да, Серега? Посмотри. Очень мне нравится мозаика. Вот здесь мы видим бабочку, вот здесь вот только крыло бабочки. Скорее всего, другая часть уже скрыта под снегом. А здесь что? Здесь у нас тоже бабочки. Да, здесь у нас бабочки. Бабочки и какая-то трава. Может быть, кактус. А это, посмотри. Да, это деревянная скульптура. И если ты сейчас возьмешь, дойдешь до вот этой скамейки, видишь, то ты можешь просто, знаешь, ты не почувствуешь себя одиноким. Ты спокойно сядешь здесь, вот прямо вот здесь, и рядом с тобой будет, хоть и деревянный, но человек. И ты ему можешь рассказать все, что хочешь. Особенно, если сильно-сильно замерз и согрелся после этого на этой скамейке. Вот Серега решил немножко снять тебе тосканского заката. Ведь сейчас же уже закатный час. Да. Ну все опять над огородами. Все над тосканскими огородами.
За рабицей все как надо. Ну, пойдем посмотрим. Вот здесь вот где-то внизу сейчас будет первая ванная, в которой мы не будем купаться, конечно. Но показать, как говорится. Вот. Говорят, она холодная. Градусов 30, 25. А должна быть 40. Все как у Филиппа Филипповича Преображенского. Не в 38 градусов водочка, а в 40. В 40, дорогой мой, помнишь? Вот. А здесь вот еще источник такой есть. Опа. Вот. Здесь говорят, что набирали воду даже когда-то там для готовки, для стирки. Ну, потом уже перестали ее там проверять на всякие бактерии и не набирают больше. Набирают, чтобы цветы поливать. Вот так. Ну, такой вот, так сказать, купальный комплекс. Бассейн. Вот, можно здесь, так сказать, с видом на их знаменитые тосканские закаты принять освежающую ванну. Летом, говорят, хорошо, а зимой сильно освежает она. Надо в другую идти. Ну, пойдем. Серег, смотри. Вот это 9-этажка. Если посчитаем этажи, их должно быть ровно 9. Причем как с той стороны, так и с этой. Это абсолютно 9-этажный дом. И изначально, присмотритесь, видите, вот здесь мы видим незастекленный балкон. Все остальные застеклены. Вот именно в таком незастекленном виде 9-этажки поступают в распоряжение жильцов. А потом они их вот так вот застекляют. И мы видим, а вот еще, вон еще, вот я вижу незастекленный балкон. Но в основном все застекляют, потому что опять-таки показываю волгоградскую зиму. Да, это холодно. И чтобы не было так холодно, вот как раз таки берут и застекляют балконы. Серега, это 22 километра от Милана. Где-то чуть больше получаса. А тут вон оно что. Мамма мия. Серег, но в Волгограде есть не только 9-этажки, но и 5-этажки. И если ты посчитаешь количество этажей, вот, голуби только что спикировали прямиком над моей головой. Вот это детская площадка. Здесь дети крутятся на каруселях. В летнее время. В зимнее время просто смотрят на то, как карусели вмерзли. Хотя давай попробуем. Давай. Да, вмерзли. Вот в эту детскую площадку. А вот здесь мы видим яркий представитель 9-этажной застройки. И посмотри, вот мне очень нравится вот эта, видишь, вязь. Вот это, да? Какая-то, когда ты спускаешься по лестнице, ты вот эту красоту видишь. Серега, посмотри. Кормление голубей – это национальный вид спорта. Да, абсолютно верно. Во всех странах, во всем мире люди то, что не съели, выбрасывают голубям. Голуби с удовольствием все это съедают. На Буханцева 2А. Да, видите, даже еще посмотри, что происходит. Они говорят, нет, это мой кусок, это мой кусок, это мой кусок. А можно мне? Можно я тоже? Нет? Нет. Ну, конечно, мне можно. Да, говорят, тебе можно, а вот голубям нельзя. А вот, Серега, и итальянский голубь. Представляешь? Вот так. Это же, ну, целая просто курица. А?
там вот они вот так их кормят тут. Вот. Собака нам немножко мешает разговаривать, охраняет дорогих голубей. А дорогие они, Сережа, потому что на самом деле это одно из знаменитых блюд. Сосульки опасны тем, что они умеют не просто вот так висеть, они умеют падать. И если упадут прямо на тебя, это опасно. А тут смотри как, да, должна зазвучать тревожная музыка. Да, но это если упадут. Но чаще всего на стенах пишут: осторожно, вы смотрите, не ходите под сосульками, потому что они падают. И я помню, что где-то вот здесь это и было написано. Сейчас мы постараемся найти эту надпись. Но ее ж не могли. Вот, смотри. Внимание! Возможно обледенение крыши и падение сосулек. Давай посмотрим. Опа! Ну, сосулек я пока не вижу. Да, но надпись есть. Серега, как у тебя? Вот, конечно, в это трудно поверить, Серега. Но вообще эти все места, это вот те самые знаменитые труски, которые никто не знает, откуда произошли. Но мы-то знаем, только молчим. Они не знают. Но мы им не скажем. Вот. И они здесь устраивали купание. И мы вот, собственно, как бы сказать, к ним приобщаемся с купанием. И вот эта вот зона там вот за рыжим забором, ну это не забор, так сказать, что-то такое пластиковое, сетка. Там вот буквально в этом году начались раскопки, потому что обнаружили там серьезные этрусские сокровища, артефакты и, так сказать, предметы культа, потому что они сюда приходили не просто купаться, а лечиться. Вот там посидели этруски, или их потомки, и вот они приносили сюда артефакты, выполненные в виде, ну, так скажем, частей тела, которые им хотелось полечить в этой чудесной воде. И вот теперь наши доблестные археологи это все раскапывают. И вот этот чудесный парк, который ты там видишь, и вот эти потомки, которые там сидят в полотенцах, это вот то, чем теперь мы приезжаем сюда заниматься. Физкульт, привет. Немного красоты вам в ленту. Вот выходишь из подъезда и видишь, вот, мозаику. Правда, там что-то написали. Но нет, мы не будем вчитываться в то, что написали. Мы пройдем дальше и посмотрим следующую мозаику. Да, посмотрите направо. Вы уже видите заваленную снегом красоту, в принципе. Да, красоту. Потому что мозаика не бывает некрасивой. Знаете, стоит взять какие-то плитки. Давай просто вот посмотрим. Что вот, что здесь? Вот что? Эх, а никак не посмотришь. Потому что снег это стихия. И стихия взяла и залепила эту мозаику. Серега, что у тебя? Вот там, Сережа, посмотри, находится город Святого Кашана. Почему Святого Кашана? Я думаю, что знатоки спокойно найдут в интернете эту информацию и узнают, кто такие святые Кашаны. Тут вот мост, вода бежит там, где-то под ним, а над ним Святой Кашан. Серега, я сейчас тебе покажу обычный столб. Вот он. Ну, обычный фонарный столб, да? И покажу очень необычный столб, который я увидел прямо сейчас.
Это современный столб, потому что если приглядеться, он не просто привинчен к земле, он практически парит в воздухе. И посмотри, сколько здесь всего, посмотри. Ты видишь? А сверху еще, да, еще базовые станции. И все это на одном столбе. Ну и там, как ты видишь, фонарь тоже есть. Поэтому это современный столб. А вот там опять впереди, видишь, опять обычный столб. И дальше обычный. Вообще все обычные. А вот это необычный. Вон какой серьезный столб. С базовыми станциями. Серега, посмотри!